Практикуя неделание, воин чувствует мир. На пути познания любому человеку нужна личная сила. Без личной силы человек невосприимчив к секретам магии. И вот вопрос. Как же накопить личную силу и наконец-таки увидеть, что мир – это магическое, непостижимое и прекрасное место? Накопить личную силу можно благодаря практике неделания. Магия практики неделания в том, что, являясь абстрактной, она трансформирует жизнь и личность каждого, кто ей занимается. Настройтесь на путь в тишине и досмотрите видео до конца, чтобы узнать, благодаря наглядным и понятным примерам, как начать магическое неделание уже сегодня. Тебе необходимо твердо верить в то, что личная сила существует, что ее можно использовать и накапливать. Популярность практики неделания среди западного читателя и искателя возникла в результате магического знания, о котором в 20 веке писал Карлос Кастанеда. Этот загадочный и мистический писатель в своих книгах рассказывает о том, что сам обладал мизерным запасом личной силы во время обучения у своего учителя, Дона Хуана. Этого запаса не хватало, чтобы прикоснуться к магии и убедиться в том факте, что мир – это удивительное и магическое место. Практика неделания позволила Кастанеде накопить личную силу и начать воспринимать мир напрямую, не в виде множества объектов, а в виде постоянно текущих потоков, сил и энергий. Так в чем же секрет практики неделания и как с помощью нее накопить личную силу и начать трансформировать жизнь и свою личность? Дело в том, что неделание позволяет соприкоснуться с мистикой и магией и при этом не требует от практикующего разрушать основы собственной жизни. Закон людей знания гласит, что сила сама найдет способ, как прийти в вашу жизнь, и мягко, и ненавязчиво начнет изменять ее таким образом, чтобы запас личной силы и доступной энергии увеличились. Вам даже не потребуется делать что-то специфическое. Сила сделает все за вас. Разве это не удивительно, друзья? При этом очевидно, что без личной силы человек не восприимчив к магии и не способен приступить к реальной трансформации своей жизни и своей личности. Необходимо также знать, что мизерный запас личной силы, которым, к сожалению, обладает человек в обычном своем состоянии, делает его уязвимым к внешнему влиянию, а также к чужеродному сознанию, которое Кастанеда определил пугающим словом «хищники». Практика неделания при своей абстракции опирается на здравый смысл и является максимально адекватной, а ее методы ясны и эффективны. Поэтому ее возможно освоить, обладая даже минимальным запасом личной силы. Итак, приступим. Сила имеет одно любопытное свойство. Ее не замечаешь, когда она накапливается, и накапливается она незаметно. Магическая практика неделания основывается на понимании и принятии древнего воззрения людей знания о том, что каждый человек представляет собой тройственную структуру, состоящую из тела, души и духа. Запас личной силы напрямую зависит от гармоничного взаимодействия всех трех частей между собой. Поэтому практика неделания должна выполняться на уровне тела, души и духа и позволять практикующему обретать целостность и гармонию своей тройственной природы. Еще один закон людей знания гласит, что существует три категории, которые способны менять не только личную жизнь, но и всю материю. Этими тремя являются сила, идея и вера. При этом соответствие этих трех с тройственной природой человека очевидно. С телом взаимодействует сила, с душой человека взаимодействие происходит благодаря идеям. С духом же человек способен соприкоснуться благодаря вере. В описании практики неделания мы будем отталкиваться от этого соответствия. Благодаря действиям, совершенным телом с помощью силы, достигается неделание на уровне тела. Первый шаг – заткнуть все дыры и подтянуть хвосты. Этими словами Дон Хуан призвал Кастанеду пересмотреть свой подход к накоплению личной силы. Он донес до Карлоса тот факт, что на первых порах работы с силой важно не то, что делает с собой человек, а то, чего он не делает. Смысл этих слов заключается в том, что мы не прогрессируем не потому, что мы не делаем необходимого, а потому что мы делаем то, что не является необходимым и нужным для прогресса. В чем здесь скрывается магический трюк? Крепким основанием к накоплению личной силы является стратегическая инвентаризация наших действий, при которой каждый человек убирает из своей жизни то, что лишает его покоя, вдохновения и ясности. Сила, которая была затрачена на поддержание этих вещей, начнет задействоваться на развитие нужного,
К примеру, стоит вам перестать употреблять вредную еду, перестать недосыпать и игнорировать физическую активность и спорт, как вы ощутите прилив сил. Перестать делать вредное для тела – это не делание тела. Второй шаг – отдаться противоположному деланию. Делание – это набор действий, которые поддерживает направляемая вашей волей сила. Начните вовлекаться в делание, которое вам не соответствует. Так, сила этого нового делания увлечет вас, и вы оставите то делание, которое вас изматывало. И вот в чем магический маневр. Как только вы освоите новое делание, необходимо осознать, что и первое делание, и второе – это иллюзии, и нет необходимости отдаваться ни одному из них. Необходимо концентрироваться на своем высшем «я», время которого на этой земле ограничено. Делание – это действие личности. Личность смертна. Обесценивая любое делание, вы осознаете, что вы больше вашей личной истории и, как следствие, больше любого делания. К примеру, вы стеснительны и не умеете взаимодействовать с людьми. Это ваше делание. В течение следующих 8 дней уверяйте себя, что вы противоположность тому, что о себе думаете, понимая при этом, что вы таким не являетесь. Здесь важно начать конкретные действия с телом, выучить новую манеру речи, соответствующую уверенным людям, научиться одеваться, ходить, двигаться и так далее. Все это части нового делания. Пусть сила этого делания заберет вас. В конце 8-го дня обесценьте полученный вами опыт и новое делание. Так вы поймете, что в мире нет ни одного делания, за которое нужно цепляться. Из миллионов путей настоящим является только путь, ведущий к духу и его силе. Это путь, у которого есть сердце. Друзья, чтобы помочь вам практиковать неделание, мы подготовили магический дневник. Он поддержит ваши глубинные изменения и направит на путь, у которого есть сердце. Получить магический дневник очень просто. Пройдите по ссылке в описании к видео. Единственной реальностью является существо, которое живет в тебе, и удел которого – смерть. Достижение этого существа, отождествление себя с ним, его самоосознание есть неделание самого себя. Работа с идеями задействует вашу душу. Первый шаг – перестать идти на поводу у пристрастия к распорядкам и программам. Необходимо принять идею о том, что мы действуем и реагируем согласно программам, заложенным в нас извне или выработанными нами самими. Но мир больше, чем эти программы. Он необъятный, магический и таинственный. Значит, в любой ситуации есть неисчислимое количество вариантов реагирования. Зацикленность на распорядках и программах – это закрепощение силы. Многообразие же мира – это свидетельство того, что сила и энергия постоянно пребывают в движении. Например, вы говорите себе: «Я хожу на работу, выполняю распорядок. Мне перестать работать и уйти от этой программы». Отказ от распорядка не предполагает отказ от здравого смысла, а также от долгов и обязательств, которые вы на себя взяли. Все это приведет к крушению основ вашей жизни, на построение которых вы затратили огромные силы. Отказ от распорядков и программ означает признать, что вы не просто исполнитель, но творец и созидатель, чья сила способна изменять любые распорядки и программы. Занимайтесь обучением и, используя полученные знания, стремитесь сделать свою жизнь и жизнь окружающих людей лучше на работе, дома и во время отдыха. Делание – это думать только о себе и своих проблемах. Неделание – это видеть себя в единстве с другими, вопреки ограничениям личных распорядков и программ, и усердно трудиться ради всеобщего процветания. Второй шаг неделания на уровне души – научиться мыслить и чувствовать. Необходимо принять идею о том, что мир воспринимается чувствами. Интеллект же занимается описанием результатов восприятия. Неделание – это уметь чувствовать мир, а не интеллектуально постигать его формы. Благодаря чувствам мы воспринимаем тончайшие импульсы высшего «Я». Чувства – это наша глубинная индивидуальная реакция на мир. Чувства связаны с мыслями. Мысли влекут за собой чувства. Чтобы понять чувства, необходимо научиться мыслить. Мысли рождаются из глубины внутри человека. Уметь мыслить – это уметь опираться на внутреннюю глубину и выходить за рамки предложенных программ, записанных в нашем сознании. К примеру, есть дело, которое позволяет научиться мыслить и чувствовать. Это хобби. Хобби – это ваше интимное пространство, среда,
в которой вы, отходя от вашего обычного делания, способны раскрывать в себе чувства. Главное условие – хобби должно быть основано на созидательном начале. И при этом не важно, какое хобби у вас будет. Важно, что то, что вы делаете, вызывает в вас желание творить, чувство к благородному созиданию и мысли о возвышенных устремлениях воплотить ваши таланты. Умение найти в повседневных буднях время, чтобы заниматься хобби, это не делание распорядка обычной жизни. Воин всегда старается повлиять на силу делания, обращая его в неделание. Вера позволит вам освоить неделание на уровне связи с духом. Первый шаг заключается в избавлении от убежденности в чем бы то ни было. Убежденность – это интеллектуальное свойство, логическое удовлетворение, что вещи должны идти тем или иным образом. Убежденность – это поверхностное соприкосновение с миром. Отказ от убежденности не означает отказа от здравого смысла, но является началом поиска глубинных причин того, что вы воспринимаете, и способность воспринять любой вопрос многогранно. Вы начинаете видеть мир, а не просто смотреть на него. К примеру, вы убеждены, что занимаясь подаяниями, вы делаете добро. Здесь необходимо понять, зачем вы этим занимаетесь, как вы это делаете, и самое главное, как просящий милостыню оказался в тех или иных условиях. Подаяние ассоциируется с добром, но далеко не всегда им является. Подавая деньги неимущему, вы поддерживаете то делание, которым он занят. Подаяние укрепляет в просящем делании себя слабым и беспомощным, если он сам не стремится ко встрече с силой. В этом случае лучшей помощью будет не делание подаяния. Личная сила может быть направлена только на помощь другому в накоплении его личной силы. Отказ от убежденности – это неделание системы персональных ценностей. Второй шаг неделания на уровне связи с духом – это поверить, что у вас есть личная сила, что ее можно накапливать и ее можно использовать. Этот шаг способен сделать человек, который наполнен верой в то, что его истинная суть не его личная история и паспортные данные, а высшее «Я», которое благодаря активности гармонично развитой личности познает себя и единый закон мироздания в ограниченных условиях. Верить в наличие личной силы означает признать этот факт и знать, что источником вашей силы является высшее «Я». Это означает, что в любой момент, в любом месте и при любых условиях у вас есть сила поменять ваше восприятие мира и трансформировать вашу личность. Вот пример. Вы хотите заниматься спортом, чтобы поправить здоровье и стать счастливым, но нет на это энергии и вам лень. Но есть энергия смотреть сериалы или слушать подкасты. Откажитесь от того, что вас не ведет к здоровью тела и благополучию, и начните делать регулярно физические упражнения, пусть даже в минимальном объеме. Так новое делание увлечет вас, а освободившаяся личная сила поддержит вас. Не нужно сомневаться, необходимо начать верить и делать. Верить в личную силу – это не делание отношения к собственным возможностям. Третий шаг неделания – соприкосновение с духом – это верить своей личной силе. Дон Хуан говорил Кастанеде, что вера своей личной силе – это единственное, что есть у человека в этом таинственном мире. Вера личной силе основывается на доверии своему высшему «Я». Доверие духу есть готовность к переменам и принятие закона эволюции. Это вера в то, что все происходит для вас самым наилучшим образом в этот момент и в тех условиях, где вы находитесь. Вера личной силе привносит в вашу жизнь безупречность и внутреннее благополучие. Безупречность – это максимально рациональное использование доступной вам энергии для достижения вашей цели. Внутреннее благополучие – это состояние умиротворенности, вызванное глубоким осознанием единства вашей цели с законом эволюции. Например, вера личной силе не означает безрассудство и неадекватности действий, но глубокую убежденность, что прилагаемые усилия повлекут закономерный результат. Вы хотите выучить иностранный язык и убеждены, что не сможете грамотно и бегло научиться на нем разговаривать. Доверьтесь вашему высшему «Я». Верьте в вашей личной силе и трудитесь. Планомерно, искренне и от всего сердца, не привязываясь к результату. Вы не заметите, как естественно достигнете того, о чем мечтали некоторое время назад. Верить личной силе – это не делание личной трансформации. Особенностью магической практики неделания является тот факт,
что при всей своей абстрактности она является неимоверно конкретной, адекватной и применимой в обычной жизни для любого человека, вне зависимости от его происхождения и способностей. Неделание – это практика реальных изменений, которая основывается на вашем здравом смысле, искренности и трудолюбии. Выбор остается за вами. Спросите себя, готовы ли вы приложить усилия для действительной трансформации. Практика неделания сделает вас чутким к импульсам высшего Я. Это взаимодействие маги называют видением. Видение распустит ваши крылья восприятия, и вы устремитесь ввысь. Там, среди звезд, где нет зла, вы осознаете, что воспарили не для того, чтобы быть выше остальных, но для того, чтобы протянуть сильную руку помощи тем, кто остался внизу, и для кого огонь вашего сердца отныне засиял звездным свечением на темном небосводе. Этот огонь призван вести каждого, кто взирает на него, к свободе и величию духа.